Приветствую всех, зашедших на этот канал. Предлагаю рассмотреть еще один способ, как можно отличить сапфир от минерального стекла в ручных часах. Данный способ основан на том, что сапфир и стекло имеют очень разные оптические характеристики. При этом и тот, и другой материал являются широко распространенными оптическими материалами, и характеристики их хорошо известны и имеются в справочной литературе и в интернете. Данный метод сравнения основан на том, что интенсивность света, отраженного от поверхности при нормальном падении лучей, сильно отличается. Здесь показана формула для расчета коэффициента отражения, в которую входят коэффициенты преломления двух сред. Одна среда – это воздух, а вторая среда – это либо стекло, либо сапфир. Ну и если значение коэффициента преломления подставить в эту формулу, то получим, что для стекла коэффициент отражения – это 0,04, а для сапфира – 0,08. То есть интенсивность отраженного света в случае сапфира будет в 2 раза выше, чем в случае стекла. И это должно быть очень хорошо заметно. Другими словами, зайчик, отраженный от сапфировой поверхности, будет значительно ярче, чем от стеклянной поверхности. Для того, чтобы проверить, действительно ли это так, мы построим простенькую экспериментальную установку, в которой используется источник света, это фонарь, непрозрачный экран с отверстием и, собственно, то стекло, которое мы исследуем. Луч света от фонаря проходит через отверстие в экране, отражается от стекла, и отраженный свет падает на тыльную сторону экрана, образуя зайчик, по интенсивности которого мы будем сравнивать между собой материалы стекла. Для сравнения рассмотрим пару часов. Одни из них это Casio с сапфировым стеклом, а вторые старенькие Q&Q с минеральным стеклом. Вот мы видим экран, выполненный из обыкновенного куска картона, и источник вдали. Подносим часы к свету, который проходит через отверстие в экране. Сначала ловим отражение от сапфира, теперь от стекла. Ну, видите, насколько ярче зайчик от сапфира, чем зайчик от стекла. Что, собственно, и требовалось продемонстрировать в этом опыте. Однако совсем не обязательно строить какую-то специальную установку для сравнения стекол. Можно взять два стекла и поместить их в свет от удаленного источника и непосредственно по яркости отраженного блика визуально сделать вывод о материале стекла. Показать это можно на следующих двух фотографиях, на которых сфотографирована лампа, отражающаяся от двух стекол. На первой фотографии фокус на часах, на второй фотографии фокус на лампе. Ну, как видно, и в данном случае интенсивность, яркость отраженного света от сапфира заметно больше, чем от стекла, что и позволяет легко различить эти стекла. На этом я прощаюсь с вами. Благодарю за просмотр. И если есть вопросы по теме этого видео, пожалуйста, задавайте.